Привет, это CarX Tutorials. Добро пожаловать к просмотру обзора свап движков CarX Drift Racing 2. Пришло время поближе познакомиться со всеми агрегатами, доступными для замены, сравнить потенциал и представить новых фаворитов. Жми лайк и кнопку подписаться, сейчас будет жарко. Поехали! В прошлом выпуске мы остановились на том, что я проходил события Happy 2021 и открывал первые дрифтбоксы, полученные в ивенте. После прохождения ивента у тебя точно уже будет несколько машин на свапах. Какие именно, можно узнать по индикатору уведомлений в подменю Автопарк. Если же покупать чертежи в игровом сторе, то будь готов к тому, что они тоже будут выпадать абсолютно рандомно. В целом я считаю, что эта система еще требует значительной доработки. Итак, в игре нам представлены 5 популярных двигателей, которые мы можем свапать, то есть применять к разным тачкам. Движки в игре выполнены по мотивам реальных моделей. Здесь есть SR20DET, 2JZ GTE, VR38DET, LT4 и LS7. Для каждой машины доступны 3 движка для замены. В зависимости от марки и модели они могут отличаться. При сравнении лоб в лоб лучше других себя проявили 2JZ и SR20. Другие двигатели тоже хороши, но именно с этими агрегатами тачки превосходно едут как на разгоне, так и в дуге. При этом прослеживается небольшое преимущество в управляемости авто. Также очень радует VR38. На движках своеобразной восьмеркой есть явный избыток крутящего момента, местами непонятные провалы. И машины на этих движках ощущаются как-то нестабильно, много лишнего букса. Как я вижу, 2JZ, SR20 и VR38 отлично подойдут для настроек под парные заезды, а двигатели LT4 и LS7 порадуют больше в заездах на очки. Логично предположить, что с заменой силовой установки у авто кроме силы момента изменяются и другие характеристики. Так, например, мы можем видеть, что разные двигатели обладают разной массой, соответственно это повлияет и на управляемость. А вообще в кастомной настройке свапа доступны и другие параметры, которые значительно улучшат практически все характеристики авто. Плюс ко всему в коде игры есть параметр развесовки, который статичен и присвоен каждому сеттингу двигателя, что в общем-то логично и естественно. С увеличением количества условий в задаче выбора и настройки авто стало сложнее говорить о явных фаворитах. При грамотном подходе можно из любой тачки сделать конкурентоспособную пушку. Конечно же, есть еще такой фактор, как геометрия кузова, а там и ширина колеи и высота центра массы. Это говорит нам о том, что тачки получаются очень разные по характеру, и далее говорить о каких-либо преимуществах мы будем скорее условно. В общем-то можно сказать, что на свапах у тачек хороший баланс, и теперь если ты обычный игрок, то можешь спокойно брать ту машину и тот двигатель, который тебе больше нравится. Если ты участвуешь в турнирах и намерен брать первые места, это уже другой разговор. После первичной настройки я определил некоторые параметры, которые можно считать универсальными по отношению к тем характеристикам, которые получают тачки после свапа. Это не эталон, просто временное решение для тех, у кого уже есть свап и нужна хорошая настройка. Такое решение скорее для новичков и для большинства игроков. Опытные ребята наверняка не согласятся со мной, да и разберутся сами, как им что настраивать. В данном случае я исхожу из тех общих качеств, которые есть у всех свапнутых авто. Тачки получили большую мощность и ширину покрышки, и нам это нужно правильно использовать. Но не переживайте, мы продолжим делать настройки про Drift 3 и в скором времени представим вам настройки на свапы. И еще кое-что. Я говорил уже, что характеристики свапнутых тачек упорядочены таким образом, чтобы ехали они примерно одинаково и могли конкурировать. Соотношение ширины покрышки к весу сейчас такое, что у нас по сути уже есть готовый регламент для турниров. И я уверен, что на следующих чемпионатах мы видим огромное разнообразие супер прокачанных тачек. Да пребудет с вами свап. До скорого.